Всем привет! Сегодня приготовим вкусные мясные рулеты с начинкой. Готовится несложно и на столе выглядят очень красиво. Куриную грудку моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Делаем первый продольный надрез с одной стороны, срезая примерно 1 см мяса сверху, но не прорезая его до конца, вот таким образом. Затем выполняем второй надрез со стороны, где грудка толще, но режем теперь примерно на расстоянии 1 см от низа. Аккуратно раскрываем филе как книжку. При необходимости добавляем еще один разрез, если позволяет толщина. В итоге должен получиться один большой пласт из филе толщиной около 1 см. Мясо отбиваем молотком с двух сторон. Для рулетиков берем самые большие куриные грудки. Таким методом я разрезала и отбила 4 куриных грудки, каждая весом примерно 350-400 грамм. Подготовленное мясо кладем в миску. Все посыпаем приправой для курицы. Понадобится примерно 2 столовых ложки приправы без соли. Мясо солим. Поливаем примерно 2 столовыми ложками растительного масла. Все приправы равномерно распределяем руками по мясу. Миску накрываем крышкой и оставляем мариноваться на 30 минут. Можно поставить в холодильник и оставить мариноваться на целую ночь. Готовим начинку. 100 грамм чернослива моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5 минут. 130 грамм кураги тоже моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5 минут. 30 грамм грецких орехов измельчаем ножом. С чернослива сливаем воду и немного обсушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем его небольшими кубиками. С кураги точно так же сливаем воду и обсушиваем бумажными полотенцами. Курагу тоже нарезаем маленькими кубиками. – 80 грамм сыра трем на мелкой терке. Тертый сыр разделяем на 2 одинаковые части. В мисочку кладем нарезанный чернослив. К нему насыпаем половину тертого сыра. Насыпаем подготовленные орехи. Добавляем майонез и перемешиваем. Начинка готова. В отдельную мисочку кладем нарезанную курагу. К ней добавляем вторую половину сыра. Добавляем цедру с половины лимона. Снимаем только желтую часть. Все заправляем майонезом и перемешиваем. Вторая начинка готова. Достаем замаринованное филе и выкладываем на доску, максимально его расправляя. На филе выкладываем половину начинки из чернослива. Равномерно ее распределяем по всему мясу. На противоположном от себя крае немного не докладываем начинку до конца, чтобы она не вылезала при сворачивании. Все сворачиваем в рулет. Рулет закрепляем зубочистками вдоль и по бокам. Также рулет можно обвязать нитью вместо зубочисток. Таким методом сворачиваем 2 рулета с начинкой из чернослива. И точно так же делаем 2 рулета с начинкой из кураги. На хорошо разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем рулеты швом вниз. Обжариваем до румяной корочки с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Стараемся обжарить рулеты с 2 или даже с 3 сторон. Это сделает вкус мяса ярче и поможет сохранить сочность. Обжаренные рулеты выкладываем в форму для запекания.
Сверху накрываем фольгой или крышкой. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Запеченные рулеты оставляем полностью остыть накрытыми под фольгой. Я рулеты оставила в холодильнике на целую ночь. Из застывших рулетов вынимаем зубочистки. Рулеты нарезаем порционными кусками. Берем блюдо, на котором будем подавать рулеты, и украшаем его листьями салата. Сверху красиво выкладываем рулеты с начинкой из кураги и с начинкой из чернослива. Блюдо готово, подаем его на стол. Рулеты с начинкой из кураги и чернослива получились нежными, яркими и невероятно вкусными. Они отлично смотрятся на праздничном столе и подойдут для любого случая, готовятся просто и довольно быстро. Следующим приготовим нежный рулет, который точно удивит вас сочетанием вкусов. Он прост в приготовлении и по-настоящему праздничный. Готовится рулет из самых доступных продуктов. Сначала приготовим начинку для рулета. В закипевшую воду солим примерно половиной столовой ложки соли. В воду кладем 300 грамм куриной печени. Я ее предварительно помыла. После закипания воды варим печень примерно 15 минут. Готовую печень вынимаем из воды и оставляем немного остыть. Жидкость не выливайте, она нам еще понадобится. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. В сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К луку добавляем морковь. Перемешиваем и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости моркови. В чашу измельчителя кладем вареную куриную печень и пассерованные овощи. Наливаем 3 столовых ложки жидкости, в которой варилась печень. Измельчаем. Смотрим на консистенцию. Если нужно, то доливаем еще немного жидкости. Измельчаем. Сюда же добавляем примерно 70 грамм мягкого сливочного масла. Опять измельчаем. Пробуем на вкус. Если нужно, то еще немного солим и перчим черным молотым перцем. Измельчаем. Печеночный паштет готов. Готовим клюквенный мусс. В сотейник насыпаем 100 грамм клюквы. Я использую замороженную клюкву. Наливаем 90 мл воды и насыпаем 80 грамм сахара. Все ставим на огонь. Когда ягоды станут мягкими, раздавливаем их ложкой. Варим на среднем огне после закипания примерно 15 минут. Получившуюся массу сразу же еще горячей перекладываем в сито. Клюквенный соус перетираем через сито. Оставляем остывать при комнатной температуре. Теперь приготовим корж для рулета. В миску разбиваем 4 яйца. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара. Все немного перемешиваем венчиком. Сюда же насыпаем 180 грамм муки и наливаем 50 грамм растопленного сливочного масла. Перемешиваем, насколько это возможно. Наливаем примерно 1/4 часть теплого молока и перемешиваем. Как только все перемешалось, добавляйте еще немного молока. Все сразу молоко не добавляйте. Благодаря именно этой последовательности добавления ингредиентов в тесте не будет комочков и его легко замесить венчиком вручную.
Всего понадобится 360 мл молока. Приготовленное тесто выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Размер моего противня 42 на 35 см. Тесто распределяем по противню и ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Выпекаем 15 минут. Через 15 минут опускаем температуру до 180 градусов и печем еще 15 минут. Готовый корж вынимаем из духовки и оставляем остывать. Остывший корж снимаем с пергаментной бумаги и переворачиваем вверх дном. На него наносим приготовленный клюквенный соус. Равномерно его размазываем по всему коржу. По желанию такой рулет можно готовить и без клюквенного соуса. А вы, если бы готовили такой рулет, то сделали бы с клюквенным соусом или предпочли бы без него? Напишите свое мнение в комментариях. Дальше наносим печеночный паштет. Его тоже равномерно распределяем по коржу. Все скручиваем в плотный рулет. При скручивании стараемся сильно не сдавливать, чтобы начинка не вылезла из рулета. Готовый рулет заматываем в пищевую пленку и ставим в холодильник застывать. Я поставила на целую ночь. Рулет застыл, достаем его из пленки. Нарезаем порционными кусочками толщиной около 1 см. Рулет выкладываем на блюдо и подаем на стол. Этот рулет получается не только красивым, но и невероятно вкусным. Сочетание нежного теста, воздушного паштета и клюквенной кислинки делает этот рулет по-настоящему особенным. Попробуйте приготовить, уверена, что он вам точно понравится. И расскажите в комментариях, что думаете. Буду рада вашим лайкам и отзывам.